Сегодня мы погрузимся в мир SEO и рассмотрим кейс. Привет, друзья! Сегодня мы затронем тему, которая заставит многих всего в мире пересмотреть свои подходы. Эй, на экранах ваш проводник в мире SEO, где сегодня мы разоблачим мифы. Привет! Сегодня я расскажу вам, как новая почта использует SEO, чтобы остаться на вершине. Давай по новой, Миша, все. Не, ну ты вообще херню мне тут насоветовал. Надеюсь, этого не вставят в монтаж. Не, ну GPT просить делать сценарий — это, конечно, кошмар. Нет, спасибо, GPT, ты, конечно, молодец, я больше с тобой дружить не буду. Сори, вырубай. Сегодня мы рассмотрим продвижение такого мощного сайта, как «Новая почта». И почему мы будем рассматривать его SEO-продвижение? Потому что он изменил правила игры на рынке SEO. В частности, он изменил подход к тому, как нужно правильно продвигаться, на что нужно делать акценты и что действительно работает. А работают такие вещи, которые мы сегодня расскажем в этом видео, поэтому не переключайтесь. Меня зовут Николай Шмычков, это канал SEO Quick. Поехали! Для тех, кто не в курсе и провел много лет, начиная где-то 15 лет в танке, мы расскажем, собственно, что такое новая почта. Если верить Google, он существует с 2006 года по отметке. Если верить истории, когда он появился по SimilarWeb, он появился в 2001 году, если верить по данным компании. Сайт этот претерпел огромное количество изменений. Его историю можно просмотреть, конечно же, в веб-архиве. Но мы сегодня зашли не за этим, нас интересует, собственно, его положение на рынке. Вдумайтесь, этот сайт занимает 72-е место среди всех сайтов в Украине и первый в своей категории по доставке Shipping and Logistics. Он занимает первое место. То есть сайт, который действительно прошел долгий путь по своему развитию. Мы с этим сайтом столкнулись действительно в 2006 году, когда у нас был свой собственный интернет-магазин. Они развивали только свою систему доставки. Были тогда и конкуренты, была и Укрпошта, были ее конкуренты, другие сервисы по доставке, но новая почта их победила и стала лидером рынка. Как она становилась лидером рынка, мы это упустим, мы будем смотреть, как они становились лидером SEO. Но следует понимать, что они занимают действительно первое место уже много лет. Их прямые конкуренты, как вы видите, другие сайты, и сам еще, собственно, их проект «Новая почта», да, собственно, который занимает первое место. По трафику, измеримому новой почты, вы можете посмотреть, сколько миллионов трафика она на себя собирает. Укрпошта, как более старый проект, Укрпошта — это, собственно, государственная почта, имеет гораздо меньше трафика. И всевозможные другие сайты просто на ее фоне меркнут. Да, еще существует МИСТ, еще другие компании, но, как вы видите, их сайты далеки до идеала. Я потом на примере еще других брендов расскажу, не только новой почты. Сегодня мы коснемся целой стратегии, как она работает, да, и мы видим, что она уже начинает захватывать европейский рынок, Польшу, Германию, да, и США, да, потому что они выходят на новые рынки. Если посмотреть целевую аудиторию проекта, она начинается, мягко говоря, ну, по классике, да, вся платежеспособная аудитория примерно делится поровну по полу, да, и по возрасту классическое разделение по платежеспособной аудитории, вот эта классическая лесенка. То есть она особо не отличается. Среди топ-категорий, кто пользуется новой почтой, оказывается, и пользуются просто практически все. Нет четких каких-то там приоритетов, но можно увидеть, что Consumer Electronics, запчасти, медиа-паблишеры, программирование, даже есть e-commerce, то есть это топ-категории аудитории, которые используются, да. Ну и, соответственно, тема, которая всех интересует, это просто вообще все, что интересует людей в интернете, пользуется новой почтой. То есть выходит новая почта, пользуется каждый украинец, у которого хоть имеет телефон, да, либо что-то отправляет кому-то, либо что-то заказывает онлайн. Это очень огромная аудитория. То есть, если даже посмотреть 9 миллионов трафика, это огромная аудитория. Если каждый хотя бы отправляет одну посылку в месяц, это, ну, просто огромная аудитория этого проекта. Можем посмотреть первый момент истории, когда этот сайт, ну, фактически появился в том виде, как мы его можем запомнить, начиная в отсчете с 3 декабря 2010 года. Первоначально история сайта не имела вообще какой-то четкой заточки под SEO, под города. Мы можем посмотреть, что вообще они тут идут по буквам. И здесь вы могли увидеть просто банальную таблицу с сайтами, которые они делали, с контактами, которые они делали. То есть, на самом деле, Bunch Office, страничка, которая у них была раньше, вы видите, она не заточена под конкретный город. Там Алчевск, Калуш, Бердичев, видите, они просто здесь по буквам алфавита. И если мы там выберем букву О, например, да, мы, скорее всего, увидим там Одессу, к примеру. Как она выглядела в то время, в которое фактически страничка создавалась. В будущем новая почта полностью переделала свою структуру, заточив ее под города и сделав посадочные страницы. Поэтому эта история первоначальной его разработки логично говорит, что это был их всего лишь первый шаг.
Позже можно увидеть, что они меняли дизайн, но в целом страницы особо не менялись. И вот здесь страничка с картой, на которой можно посмотреть на конкретный склад, допустим, конкретного города. Вот так они делали свое первое SEO. Точнее, это даже сложно было назвать SEO, потому что на самом деле под поисковые запросы эти страницы попросту не были заточены. Если посмотреть конкретно title и description этой страницы, можно увидеть, вообще они не парились прописывать для этих страниц конкретно title и description. Но потом они сделают то, что делают нормальные, здоровые SEO-специалисты, и, конечно же, переделают свою структуру. На сегодня структура всех отделений новой почты заточена очень просто. Вы можете посмотреть каждый из них отдельно, вот по такому URL, и можете увидеть, что здесь находятся все отделения. Под каждое отделение, конечно же, уже SEO-шка делается грамотно, здесь прописываются тайтлы, дескрипшены, и каждое отделение выведено отдельно. То есть вот можно здесь вот увидеть, собственно, конкретные страницы: Львов, Киев, Харьков, Одесса. То есть можно увидеть все эти странички, вот они все здесь есть. И они прекрасно себе ранжируются, прекрасно ловят трафик по очень необычному запросу. Конечно же, запрос «Новая почта», название города. Обратите внимание, новая почта есть везде. И это будет маленький секрет. Все страницы, которые они сделали, если вы увидите, они с точки зрения SEO-шки продвинуты, так сказать. То есть не прописан title, не прописан description, но главное, что они даже толком не парились делать H1. Откуда Google знает вообще, что это страница конкретного города? Да вот отсюда. Он знает попросту это из URL. Потому что здесь кириллический URL. Вдумайтесь, кириллический URL еще и с большой буквой. Это кошмар, да? Но Google понимает, что раз ничего другого нету, не за что зацепиться, вот он и цепляется за это. Но если мы перейдем конкретно в конкретное отделение, давайте посмотрим. А здесь уже никаких проблем нет, уже title прописан, description нет. То есть SEO-шка, вы скажете, Николай, а что с SEO-шкой? Вы говорите, тут секреты SEO. Но мы говорили в самом начале видео, они лидеры рынка. И лидеры на первом месте с отвратительной SEO-шкой. Вообще не прописанной SEO-шкой. Вот. И даже не прописанный H1. Обратите внимание на то, что вообще как сделано отвратительно. Но Google понимает, какое отделение ищет пользователь, понимает, куда он будет заходить. И по страницам, вот из хлебная крошечка, да, он понимает, что эта страница ведет на Львов. А это отделение Львова. И эти странички, собственно, вот и являются, вот все они вот и приносят им трафик. Вот все города, которые приносят трафик новой почте. Обратите внимание, сколько их, да, то есть вот если посмотреть, у нас здесь на сегодняшний момент 886 страниц, суммарно 154 тысячи SEO-трафика, которые дают только эти страницы. Это, довольно много. 150 тысяч трафика — это вроде бы мало по сравнению с тем, что у них есть 2,6 миллионов SEO-трафика, только вот по мнению Ahrefs. А давайте мы отсеем эти странички при помощи простейшего фильтра. Когда мы просто возьмем и отсеем вот эти вот странички Office List, покажем, что у нас останется. Так, это вот они содержат, а мы делаем сейчас наоборот. Не содержит. И вот мы получаем список страниц, на которых приходится, наверное, 90% трафика всего сайта. И первое, что бросается в глаза, это первая страница трекинг «Новая почта ЮК». Если вы подумаете, что тут надо какой-то SEO, какой-то текст, обратите внимание, здесь ничего этого нет. Страница, на минуточку, на которую приходится почти половина трафика, 37, точнее, процентов трафика. Это страница, на которой ничего нет. Просто вот практически с точки зрения SEO ничего нет. Обратите внимание, тут даже нормально не прописан контент. Он не размечен. Здесь есть только title и description, и URL. И больше ничего. Еще и неправильно прописанный языковой код. Английский. Хотя это украинская версия сайта. То есть одни ошибки. Вот вроде бы с точки зрения SEO одни ошибки. Но столько трафика. И обратите внимание, по какому запросу Новая почта відстежить. Мы можем посмотреть вот эту четко страничку в Ahrefs, сколько ключевых слов на нее приходится. 6162 ключевых слова. И обратите внимание, они все примерно похожи, да. Все запросы похожи, они все брендовые, кроме некоторых, кроме совсем некоторых. Давайте уберем брендовые запросы из этого списка, то есть вот просто, и оставим, что еще осталось не брендовое. И здесь кроется важный лайфхак, про который я вам расскажу. Видите, да, відстежити посылку, отследить посылку. Люди, понимая запросы, відстежити посылку, уже подразумевают, что надо переходить на новую почту. ТТН — это их собственная аббревиатура, которую они прокачали, и люди знают, и они ее гуглят с частотой 10 тысяч запросов в месяц. И давайте теперь перейдем, соответственно, к важному.
важные выводы по этой одной страничке. Эта страничка является фактически вашим веб-инструментом, веб-сервисом, веб-тулом. Мы создаем подобные веб-тулы на нашем сайте SEO Quick, на сайте Unmiss. Эти тулы приносят трафик. Но люди, если знают, что этот тул напрямую вовлечен в сервис вашего бизнеса, они будут целенаправленно заходить на эту страницу, увеличивая ее поведенческий фактор. И новая почта первая, которая сделала отслеживание ТТН на сайте, то есть отслеживание по ссылке на сайте. И этот простой лайфхак в бизнесе фактически предопределил их место впереди, потому что люди, пользуясь посылкой, они взаимодействуют с вашим бизнесом несколько раз. Они приходят в отделение, получают номер ТТН, затем отслеживает его на сайте, либо отправляет тому, кто должен получить посылку. Он, соответственно, вбивает этот номер на сайте и видит конкретно пользователь, какая посылка к нему едет. Да, сейчас с мобильным приложением стало, конечно, чуть-чуть по-другому, но мобильное приложение на то и не приложение. Данные тоже получает Google, что люди пользуются подобным сервисом. И сам по себе сайт на сегодняшний момент является важным элементом в наращивании посещалки. Ведь многие не отслеживают. Так, они отслеживают, например, если это бизнесы используют отправки посылки новой почты, они используют браузер и смотрят эту страничку где? В браузере. И, конечно же, пробивают здесь все номера посылки и смотрят ее статус. Всего лишь один инструмент заставляет ваших пользователей несколько раз отслеживать посылку просто через этот сайт. Мы сейчас исключаем мобильное приложение, которое тоже является важным фактором в их раскрутке. Всего лишь создайте в вашем бизнесе инструмент, при помощи которого пользователь будет заходить и смотреть статус своего заказа. Если вы занимаетесь каким угодно бизнесом, будь то барбершоп, сервис доставки, сервис по доставке грузов, просто отслеживание доставки на сайте сильно бустанет ваш поведенческий фактор вашего сайта. И даже SEO-шка, которую вам сделали отвратительно, не сможет вам помешать. Первый лайфхак – это поведенческий фактор. Это, конечно, кринж, но я перешел на одну из самых популярных страниц, по мнению Ahrefs, которая рассказывает, как делать международную доставку. При нажатии «Оформить заявку» я увидел вообще 404-ю страницу. Это просто кошмар, да? Но это факт. Второй лайфхак, который можно научиться у новой почты, это, конечно же, создание своих собственных запросов, потому что аудитория с вами работает. На примере отслеживания посылки они придумали аббревиатуру ТТН. Именно вот эта аббревиатура ТТН доставляет действительно очень много запросов. Она много приносит трафика, и когда люди вбивают ТТН, все понимают, что это касается как раз доставки новой почты. Второй пример – это, конечно же, слово «поштомат». Может быть, не они придумали это слово, но они это слово максимально эксплуатируют. Создание таких вот поштоматов, если вы вобьете в Гугле запрос «поштомат», я уверен, не будет поштоматов других сервисов. Вы увидите только поштоматы новой почты. Какие-то другие поштоматы в выдаче, возможно, вы и не увидите вовсе. Если семантически посмотреть слово «поштомат», обратите внимание на его историю, вообще раскрутки, как оно развивалось и как оно набирает популярность сейчас, да, именно слово «поштомат». И мы можем понять, что поштоматы есть, конечно, не только у новой почты, они есть еще и у Эпицентра, они есть еще, возможно, у других сервисов доставки. Вы видите, Эпицентр поштомат, вот он себе вот здесь начинает набирать обороты, но поштомат новая почта прямой лидер запросов, даже вот уточнение, да, поштомат, обычный поштомат новая почта. Можно видеть, как это работает. Создание своего собственного запроса, которым будет пользоваться ваша целевая аудитория, гарантирует вам первое место. А раз вас люди кликают с первого места, Google не дурак, он видит, что люди пользуются этим сайтом. Создавая свои собственные аббревиатуры, свои собственные слова, которые становятся в обиходе клиентов, вы делаете поведенческий рост вашего сайта, потому что люди, вбивая эти запросы, будут видеть только вас, а не конкурентов. Соответственно, будут кликать только вас, будет расти ваш трафик. И, соответственно, они не будут вбивать другие вещи. Поэтому правильная работа с аудиторией, чтобы он, вбивая запрос, переходил к вам, а не к кому-то другому, это лайфхак номер 2. Ну и, конечно же, вы, наверное, обратили внимание, я оставил самое вкусное напоследок. Это, конечно же, бренд «Нова Почта». Любое название бренда – это яркий пример того, как можно стать просто лидером благодаря своему собственному бренду, который люди гуглят, люди вбивают это в запрос, люди ищут ваш сайт. Ну и бренд, если вбивать, конечно же, «Нова Почта» непосредственно в поиске, вы будете видеть, конечно же, всю свою выдачу, просто все, что вы будете видеть, это вы. Во всех смыслах вы будете видеть себя, даже если вы будете находиться в Польше. А если мы перейдем сейчас в Украину, мы посмотрим сейчас более детально
в Праге я смотрел, более детально, как мы себя видим. Я для этой цели сейчас сменю на реальный локейшн и переключусь с Праги на Украину. Обратите внимание, вот мы сейчас здесь, оно показывает все отделения вокруг меня, показывает, как выглядит вообще выдача, вы можете посмотреть. Все, выдача забита новой почтой. То есть вот даже если там уточните компания по доставке, да, мы искали компанию по доставке. Обратите внимание, у них огромное количество отделений, да, но здесь не выводятся отделения, здесь выводится так называемый Knowledge Panel. Что надо сделать, чтобы сюда попасть? Во-первых, конечно же, иметь страницу в Википедии. Вот, собственно, яркий пример, откуда оно берет эту всю информацию. Страничка в Википедии – это must-have для вашего крупного бизнеса. Сделайте себе страничку в Википедии. Если надо, обратитесь к авторам, которые могут писать подобные странички, либо напишите ее самостоятельно, зарегистрировавшись в Википедии. Создайте страничку про ваш бренд, распишите полностью его историю, задайте все важные моменты вот здесь, что как вы появились, история. Много текста не нужно, нужно создать страничку. Пройдите верификацию, а страничка у вас останется, этого будет достаточно. Обратите внимание, Google знает настолько популярный этот сайт, он даже раздел «Отслеживать посылку» вывел сюда. Это работает без всякой микроразметки, без всяких штук. Как вы видели, страничка вообще пустая. Google просто понимает, что люди часто сюда ходят, и он создает такие штуки самостоятельно, если становитесь очень популярным сайтом. Профили соцсетей — это все настраивается в Google картах, само собой, оно подтягивается через Google карты, все ваши профили соцсетей. Здесь нет ничего сложного, через Google Мой Бизнес вы регистрируете себя как компания и регистрируете потом сетку своих филиалов, если у вас много филиалов, конечно же, в стране. Но мы будем говорить про бизнесы, которые иногда имеют чуть другие подходы. Давайте возьмем такой интересный магазин, как Mango, не только об одной новой почте. Mango. Вот есть такой бренд Mango. Очень популярный этот бренд, который имеет примерно схожую структуру. Обратите внимание, вот у него есть выводятся товары, вот этот бренд выводится, точно так же страничка Википедии, точно так же данные, точно так же соцсети. И магазин Mango, собственно, на первом месте. Почему я привел Mango в этом примере рядом с новой почтой? У него действительно очень много общего. Когда-то к нам пришел магазин на продвижение одежды, этот магазин известный, Trend Collection, украинский бренд. И он поставил задачу продвигаться в Украине. Мы, когда ему анализировали конкурента, мы обратили очень важный момент. Все крупные магазины имеют в себе в запросе слово «манго». То есть они вот приносят им трафик. И если, допустим, вот взять вот сайт Mango, взять его все топ-10 ключей и исключить, давайте, doesn't contain mango или doesn't contain по-русски mango. Ну, оно и по-русски, по-украински. Вот запросы, чтобы не содержало ни то, ни другое. Сколько останется запросов? Всего 18 слов в топ-10, которые не содержат бренд Mango. Ну, вы все равно увидите, что это Mango с ошибками написано. То есть, по факту, магазин Mango не имеет ключей, в которых нет слова «манго». Это значит только одно, что этот сайт ищет только по бренду. Не обязательно продвигаться по запросу, там, женское платье, женская юбка, женские там трусы. Это не нужно делать, нужно просто продвигаться по своему бренду. Что для этого нужно? Конечно же, нужно продвигать бренд, а не заниматься SEO-шкой в том виде, в котором вы ее в старом виде понимали. Новая почта это прекрасно понимала. Она сначала действовала за счет демпинга, за счет классных тарифов и удобного сервиса. Она предложила хороший пакет для аудитории, сетку, по которой удобно было доставлять, и начиная с 2006 года действительно начал захватывать рынок, открывая отделения в каждом городе по нескольку штук. И затем, собственно, даже в маленьких городах было уже несколько отделений. Сейчас, наверное, даже я не знаю городов, в которых всего одно отделение. Я знаю, это очень маленькие села, где есть только одно отделение новой почты, я так думаю. Или там назовите сейчас вот списки городов, в которых вы живете, и у вас нет отделения новой почты в Украине. Вот просто напишите мне это в комментариях, мне будет интересно знать. Так вот, с магазином Mango история также очень интересна. Этот магазин ранжируется только по брендовому запросу. И если вы будете игнорировать вот этот фактор, не заниматься продвижением своего бренда, вы не продвинетесь, у вас ничего не будет, вы проиграете конкуренцию. Причем магазин прекрасно себя чувствует и продвигается по подобным запросам, и ему все равно по SEO-шке у него довольно много трафика. Если проанализировать показатель этого сайта shopmango.com, напоминаю, что у него для Украины отдельная версия в папке UA, а языковая версия в папке UK. Я взял полную версию UA, вот так полного домена, и решил проследить, как он, собственно, ранжируется. Вы можете посмотреть его долю трафика в Украине на сегодняшний день. То есть сайт просто собирает кучу трафика, он достаточно дорогой, но, напоминаю, повторюсь, он почти весь сориентирован вокруг бренда.
Следующий пример сайта. Я решил погуглить украинские бренды одежды, нашел такой бренд Bevza.com. Этот бренд имеет очень специфический сайт, у которого почему-то тайтлы написаны на английском языке даже для украинской версии. Но бог с ним, сайт отвратительно работает, он вообще ужасно скроллится, очень медленный, возможно, заточен чисто под мобилку. Я решил глянуть его, конечно же, показатели. Показатели, да, смотрю, он там, где встречается слово Бевза, он, конечно же, на первом месте. В каких-то других запросах, разве что только в определенных каких-то специфических запросах, как, например, сумка-ведро. Вот такой вот запрос у него есть, сумка-ведро, вот она ранжируется, сумка-ведро. Уникальный товар, который вот ранжируется, и люди ищут эту сумку-ведро. Мне даже интересно, если поискать это в Гугле, кто его продает, конечно же. Сумка-ведро есть у разных сайтов, но, видите, вот из шапа вот здесь фигурирует, и, возможно, где-то будет наша Бевза. Интересно, где она будет. Вижу, что-то в Ахревсе она на одном из высоких мест, но ее уже не видно здесь. То есть мы ее здесь не видим. То есть она даже вот была на первом месте, но теперь и даже она отвалилась. Везде при этом, если мы добавим запрос Бевза, видите, вот даже Google предлагает мне Бевза сумка-ведро. Конечно же, вот она здесь. Вот она здесь ранжируется, приносит какой-то там трафик, какое-то количество запросов. Одна несчастная сумочка. Это значит, что бренды, которые уделяют внимание бренду, прекрасно себя чувствуют по трафику. И давайте мы посмотрим на эту страничку в Гугле, как этот бренд растет. Да неплохо он растет. Да, местами чуть сыпется, падает, SEO-шка у сайта плохая, но вы посмотрите, рост неплохой для такого маленького украинского бренда. Это яркий пример показателей того, что иногда можно просто развивать бренд, который люди будут узнавать, гуглить, искать и переходить. И это будет работать. На примере даже маленьких брендов. Вернемся к тому клиенту, который ко мне обратился на продвижение в тот период, когда мы с ним обсуждали продвижение. Мы увидим его общую историю роста. И, конечно же, мы можем увидеть, что его основа трафика составляет не брендовые, возможно, запросы. Но давайте проверим, потому что Ахревс может не знать, по каким запросам он ранжируется на сегодняшний день. И как видите, у него есть бренд-тренд, да, вот он по этому запросу выходит на первом месте. Остальные запросы у него пляшут. Второе, третье место, четвертое. То есть вы видите, что оно как бы есть, приносит трафик, но оно находится, как говорится, вот на дне. То есть брендовые запросы человек так и не прокачал. Но если он бы прокачал, он бы достиг гораздо более сильной кривой результатов поиска. А примером является сайт, у которого мы работаем по продвижению на рынке одежды. Это бренд Belsta. Этот бренд растет с того момента, как мы к нему приложили руку. То есть как только мы начали работать с этим сайтом, мы ему вычистили ошибки в SEO-шке, занялись именно технической частью, а брендовую составляющую, оказалось, сработала попросту сама. Несколько пиар-статей, несколько упоминаний. Клиент работает со своей продукцией, она пиарится где угодно, она есть в магазинах, она представлена прекрасно при помощи этикетки, люди узнают про этот бренд, и трафик себе прекрасно набирает обороты, периодически, конечно, шатаясь по каким-то отдельным страницам, но по аналитике трафик растет стабильно. При этом работы по нему делалось не так много, как каким-то крупным сайтам. SEO-шка тут прикладывалась как прикладная, она не являлась основной. Основной задачей было это продвижение бренда. Как проверить, что ваша бренд-стратегия начинает работать хорошо? На бренд действительно нужно ставить очень много усилий, что люди вас искали, люди вас переходили, изучали ваш контент, взаимодействовали с вами. Я считаю этим мерилом действительно такой сайт Google Trends. В Google Trends можно проверить, что с вашей компанией происходит с момента того, как вообще Google Trends начал собирать статистику, как он становился популярнее, можно сравнивать себя с конкурентами. Но уже хорошим знаком является, если вы здесь появились. Если вы уже здесь появились, уже начали здесь отсвечивать, да, мы начали появляться уже как компания и полноценная компания в Google Trends. И если вы уже начинаете появляться, значит, ваши все усилия на бренд, которые вы тратите, они окупаются и работают. Можете проверить себя, можете проверить своих конкурентов, посмотреть, как они, когда начали двигаться к успеху, и, соответственно, куда они вливали силы. А куда будут вливаться силы, в конце этого видео я более детально расскажу. Брендинг — это самая трудная часть, которую SEO-специалисты вам, скорее всего, детально не распишут, что нужно делать. Они скажут, что это не их работа, они этим не занимаются, это не то, что вообще им за это платят. И они будут на 99% правы. Потому что брендинг начинается с вашего взаимоотношения с клиентом. Как вы мотивируете людей взаимодействовать с вашим бизнесом. Как они будут вас искать, как они вас будут запоминать. Это начинается от банально того, как вы обслуживаете своего клиента. Там у вас там есть какие-то наклейки, которые вы ставите после своей работы, форма, визитки, полиграфия, чтобы клиент как-то запоминал
как вы называетесь. Плюс там, как у вас работает e-mail рассылка. E-mail не зря считают фактически номером один в продажах, потому что ваши продажи, они зависят от того, как будет клиент вообще вас запоминать. Через e-mail, через Telegram, через мессенджеры любые другие. Поэтому вся эта цепочка, она выстраивается грамотно маркетологом, потому что ваша задача сделать так, чтобы клиент получил от вас до себя практически 8-12 касаний. И да, вот от 8 до 12 касаний минимум перед тем, как он вообще с вами повзаимодействует. И в процессе того, как он с вами взаимодействует, вы еще должны где-то около 10 раз как-то ему запомниться, коснуться его. И в конце, при, допустим, завершении сделки, сделать так, чтобы он к вам вернулся, чтобы он подписался на ваш контент, чтобы он оставил ваши личные данные для того, чтобы получать уведомления. Все эти вещи нужно продумать, всю цепочку. И как только человек будет, уже попавший в вашу цепочку, запоминать вас, запоминать ваше название, запоминать, чем вы занимаетесь, он будет возвращаться на ваш проект для того, чтобы повторно заказать, либо кому-то посоветовать. Просто продал, закрыл сделку и спасибо, до свидания, это уходит в прошлое. Нужно сейчас выстраивать стратегию работы с клиентом так, чтобы он запоминал, как вы называетесь, и что гуглил ваше название. Для этого и делаются все эти трюки, про которые я сегодня рассказал в этом видео. Ярким примером новая почта тем, что она фактически ударила сразу в несколько направлений. Она создала слова, которые присущи только ее бизнесу, и люди начали их гуглить. Она создала веб-сервис, на котором клиенты для того, чтобы узнать статус своего взаимодействия, должны заходить и как-то с ним взаимодействовать. Это может все что угодно, личный кабинет, какая-то специальная страничка, все что угодно, на которую они заходят. И, конечно же, третье – это брендовый запрос, который легко пишется, легко запоминается, легко вводится в поиски. И, конечно же, по нему нет никаких других конкурентов. Это очень важно. Вот эти три важных составляющих. Плюс четвертое – это сделать так, чтобы клиент со всем этим взаимодействовал, а не просто был отдельно от вашего бизнеса и SEO-специалист. Все это нужно запустить в единый маховик и дать этому коктейлю время. Если ваш клиент-сервис будет прекрасным, этот коктейль принесет вам огромное количество денег. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях. Если вам интересны какие-то темы, пишите тоже мне в комментах, либо переходите в нашу группу, и там можно со мной пообщаться. Конечно же, если вам нужны услуги, составить план по маркетингу для вашего отдела, это всегда можно обратиться ко мне. Я распишу все работы, касающиеся и SEO, как настроить ваш маркетинг, как настроить аналитику. Обращайтесь в компанию SEO Quick. Меня зовут Николай Шмачков. Пока-пока.